Парню нужно было по своим делам, и он вышел из дома. Неожиданно на пороге он на что-то наткнулся. Оказалось, что там лежал котенок, который выглядел безжизненно. Малыш лежал весь перепачканный кровью и грязью, а рядом с ним сидел кот молодого человека и смотрел на бедного котенка, как на что-то необычное. Молодой человек не знал, откуда мог взяться Кроха, ведь он живет в частном доме, который огорожен забором. Маленькому пациенту сделали все необходимые процедуры, несколько уколов и сказали, что он может ехать домой. И тогда начались все мучения. Первый день в новом доме котенок все время кричал, не спал и, конечно, спать не мог его новый хозяин. На вторые сутки малышу сделали в клинике еще уколы, тогда он попробовал встать на лапки в своей коробке, но все время падал и снова кричал. Парню же пришлось делать еще уколы по вечерам дома, но у него все получилось, хотя он и волновался. За эти дни котенок ничего не ел и не пил воду. Молодой человек пытался вливать ему в рот молоко, но жидкость вытекала обратно через порванный рот. Он решил сделать по-другому, перевернул малыша на другой бок и под нужным углом смог напоить питомца. С этого момента Кроха стал постепенно поправляться. Он стал тихонечко мурчать, когда его гладил хозяин, и даже сделал попытку вылезти из коробки, но упал обратно. У котенка по-прежнему тряслась голова, его заносило в сторону, но он пробовал есть сам. Молодой человек аккуратно придерживал мордочку котенка пальцами, и он жадно ел влажный корм. Ну а дальше котенок стал поправляться быстрее. На данный момент он бегает по дому, пытается играться и баловаться, мяукает и уже заминировал весь дом. А началось все с того, что повез его в клинику на усыпление. А сейчас все так круто изменилось, поделился хозяин котенка. Малышу он дал кличку Джокер. Так что сейчас маленький хулиган осваивается в новом доме, играет с котом, который жил до него у молодого человека, и любит спать на теплом роутере. А парень молодец, что не побоялся взять на себя ответственность за маленькую жизнь.